Всем огромный привет! Рада вас приветствовать на своем канале любителей готовить дома. Осень, а значит тыква. Сегодня хочу поделиться рецептом приготовления тыквенных кексов. Очень быстро, очень вкусно, солнечно. Поехали готовить! Для приготовления наших кексиков я взяла около 500 грамм тыквы, уже ее почистила, нарезала на кубики. Также нам понадобится мука, где-то около 150 грамм, семечки, грамм 20-30, сахара у меня 65 грамм, растительное масло будет 50 грамм участвовать и немножечко воды. И также у нас будет ванилин, разрыхлитель и немного имбиря для вкуса. А начну процесс приготовления с тыквенного пюре. Для этого я нашу всю тыкву отправлю в кастрюльку. Переложу ее. Мне нужно немножко, чтобы она подтушилась, чтобы сделать потом с нее пюре. Вот так. И добавлю сюда водички немножечко. И отправлю на газ, для того, чтобы она подтушилась. Тыква будет подтушиваться пока. И, конечно, забыла еще один важный ингредиент. Это будет яйцо еще у нас участвовать. Ну вот тыква где-то уже 10 минут у меня кипит. Если вода выкипает, если воды недостаточно, вы можете смело добавить еще грамм 50. И хочу сказать, что она уже почти готова. А если ее нарезать еще мельче, то гораздо быстрее будет и процесс приготовления. Поэтому режьте мельче, и все быстренько приготовится. Тыква почти готова. Не надо ее просто уваривать, чтобы она сама по себе разварилась. Мы сейчас ее просто пробьем блендером. Можно еще готовить в духовке, но это гораздо дольше и затратнее. Вы тратите электричество. Здесь гораздо быстрее. Сейчас я пробью ее блендером. Вот такое замечательное пюре у меня получилось. Солнечное, яркое, как солнышко. Я вообще очень люблю готовить тыкву, когда приходит ее пора. Можно и запекать, можно и в сладкой выпечке, можно и в кашах. Ну, в общем, везде, где хотите, она пойдет. И хочу сказать, что можно заготовить впрок такое пюре, заморозить его или хранить в холодильнике, если в ближайшие дни собираетесь что-то готовить. Кашку можно приготовить, печенье, кексы. Ну, просто так кушать. Поэтому полезный овощ, поэтому наслаждайтесь тем временем, пока это возможно. А мы продолжаем. Сейчас мне нужно, чтобы пюре полностью остыло. Пюре пока будет остывать, можно даже добавить сахар сюда. Он растворится, потому что тыква, конечно, еще горячая. Поэтому добавляем сюда сахар. Пускай он вместе с тыквочкой себе там потихонечку остывает. Вот так. Пюре практически остыло. Уже на данном этапе можно включать духовку на 180 градусов. Потому что сейчас у нас все пойдет очень быстро. Я добавляю немножечко сюда молотого имбиря для вкуса. Вы можете добавить корицу, можете добавить мускатный орех или какие-то душистые специи. Яйцо сюда взбиваю. Так, надо хорошо нам все перемешать. Я буду выпекать в виде маленьких кексов. Можно также выпекать и как большой кекс. Теперь я сюда добавлю ванилина. Также без него. Добавлю сюда где-то примерно грамм 50 растительного масла. На глаз даже. Я уже примерно знаю, сколько это. Ну, вы, конечно, измеряете. В муку добавлю разрыхлителя. Почти чайную ложечку. И просею нашу тыкву с яйцом и маслом в муку. И тщательно перемешиваю. Я добавила еще немножечко муки. Точное количество я напишу в описании, потому что я добавляла при тушении в тыкву чуть больше воды, поэтому пришлось добавить немножечко больше муки. И сюда отправляем семечки. Все тщательно перемешиваю.
Наше тесто готово. Пускай оно минут 10 постоит, а я пока подготовлю формы. Я буду выпекать вот в таких формах, можно выпекать в силиконовых, но мне нужно их, конечно же, смазать сливочным маслом. Формочки готовы, буду их заполнять. Хочу сказать, что вместо семечек вы можете добавить изюм, орешки, можно даже яблочки на терку, ну, то есть по вашему желанию и вкусу. Все формочки заполнены. Теперь я немножечко постучу. Это количество теста как раз получилось на 12 кексиков. Формочки старайтесь заполнять вровень, ну, с высотой формочки. Не надо заполнять их на 2/3. Ну, у меня немножечко здесь не хватило, но я уже старалась, чтобы заполнить все формы. Ну, теперь отправляю в духовку до готовности. Достала я уже кексики из духовки, 45 минут они готовились. Сейчас им дам остыть и достану и покажу вам, как они выглядят в разрезе. Украшу, возможно, шоколадом. Кексики полностью остыли. Я их немножечко покрыла шоколадом, растопила. Посмотрите, как красиво. И солнышко на них светит, и они солнечные. Поэтому готовьте, пожалуйста, с удовольствием. Такие кексы, они полезны и вкусны. Заглядывайте на мой канал, я буду радовать вас новыми рецептами. Подписывайтесь, пожалуйста, и делитесь этим видео. Оставляйте комментарии. До скорых встреч, друзья!